Вечером кто-то постучал в окошко. В этих краях летом ночи светлые, а вечера прохладные. Серафима Макаровна выглянула во двор. На пороге стояла маленькая, щуплая девушка, а рядом с ней на поводке собака. «Тебе чего?» – не открывая окна, спросила Валентина Семеновна. «Говорят, что вы комнату недорого сдаете», – виновато спросила девушка. «Да, сдаю. Приходи завтра, покажу. Только с псиной не пущу, так и знай. А можно мне сегодня посмотреть, а то нам совсем некуда идти, а на дворе уже темно». Серафима Макаровна только строила из себя строгую женщину, а в душе она была добрая, неравнодушная старушка, ей всегда всех было жалко. Семьи у нее давно не было, муж умер, а дети разлетелись кто куда, ее навещали редко. «Ну ладно, входи, только собаку во дворе оставь, нечего мне здесь грязь разводить». «Пожалуйста, а можно он хотя бы в коридоре посидит?» – взмолилась девушка. «Мы целый день на ногах и ничего не ели». «Ну что с вами поделаешь? Входи, смотри». Серафима Макаровна недоверчиво посмотрела на будущую квартирантку. Она впервые решилась сдать 2 комнаты в своем большом доме. Думала, что снимать их будет какая-нибудь женщина, примерно ее возраста. В крайнем случае, молодая семейная пара. А тут девчонка, да еще и с дворняжкой на поводке. Девушке на вид было лет 17, совсем молоденькая. А пес, напротив, был старым и каким-то печальным. «Вы не волнуйтесь, я заплачу за 2 месяца вперед, у меня деньги есть». И девушка полезла в сумку за кошельком. «Да не надо, я верю, а ты ведь, милая, даже не взглянула на комнату. Если честно, мне все равно, только не гоните. А самое главное, если у вас есть какой-нибудь сарай, можно в нем Бимка поживет. А чего это ты на окраине решила жилье снять? Ты же говоришь, что работаешь в центре. Отсюда на автобусе целых 40 минут добираться», подозрительно спрашивала Серафима Макаровна. «Так в центре только квартиры сдаются. А у меня Бимка всю жизнь во дворе, в будке прожил. Из него комнатная собачка не получится. А насчет дороги не волнуйтесь, буду выходить пораньше». «Как зовут-то тебя?» «Я Серафима Макаровна, а ты кто такая будешь?» «Я Наталья, а друга моего зовут Бим или просто Бимка». «Ну, что же, давай чай пить», — предложила Серафима Макаровна. «Лет-то тебе сколько?» 23, я только недавно училище закончила, нашла работу из первой зарплаты и решила снять жилье. Самостоятельная, одобрительно закивала пожилая женщина. 23 говоришь, а выглядишь как школьница. Как так получилось, что ты с псом по съемным углам ходишь, пес-то уже пожилой? Наверное, случилось что-то с хозяевами. Наталья как-то невесело усмехнулась. Случилось, только больше 20 лет назад. Не повезло мне в жизни, с самого рождения. И зачем только такие женщины, как моя мать, детей рожают на этот свет? Почему им не запретят? И по бледному лицу девушки потекли крупные слезы. Вот зачем им нужен был ребенок? Что они собирались с ним делать? Отец ведь с самого начала семейной жизни выпивал. Мать что не видела, за кого идет. Потом и она полюбила выпивку. Пили бы и дрались, как раньше, и не вмешивали бы в это дело детей, и, может быть, все было бы нормально. Но матери захотелось ребенка, и она больше ничего не хотела слышать. Еще маленькой девочкой я видела, что в семье что-то не так. Когда подросла, поняла, что во всем виновата проклятая водка. Так соседи говорили про моих родителей. Да, родители мои были местные деревенские пьяницы. Другие дети в нашей деревне так не жили. От матери с самого детства я не видела ни заботы, ни любви. От отца только упреки и побои, бил он периодически не только мать, но и меня, свою малолетнюю дочь поколачивал. В доме всегда было грязно, мать убирала редко. Есть было нечего, едой в нашем доме была закуска, а то, что дочь постоянно голодала, родителей мало интересовало. Они нигде не работали, перебивались случайными заработками и практически все эти деньги спускали на выпивку. С детства я видела только крики и ругань, или очередное застолье. В школе училась плохо, сверстники меня не любили, всячески подшучивали и обзывали. Я становилась замкнутой и нелюдимой, старалась ни с кем не общаться и держаться подальше от людей. У меня вообще не было друзей, пока у нас не появился в доме Бимка.
Он для меня стал всем: семьей, другом и защитником. Как-то болтаясь по лесу недалеко от дома, я услышала, как из-под земли, из какой-то глубокой норы, доносится плач. Это скулил щенок. Видимо, его бросили одного в лесу, а он от страха забился в яму. Принесла малыша домой. Тогда я впервые проявила характер. Не дала родителям вышвырнуть его из дома. Отец в редкие дни, когда не пил, был на все руки мастер, построил собаке просторную будку, набросал туда соломы. Когда в дом приходили очередные гости-алкаши и начиналась гулянка, которая могла длиться по 3-4 дня, я уходила к Бимке в будку и пряталась там. Мы много дней и ночей провели с ним вместе в этой конуре. Спали в обнимку, я делилась с ним едой, потому что родители частенько забывали покормить нас обоих. Мы по очереди с ним добывали пищу. То Бим стащит что-нибудь у соседей, то меня добрые односельчане чем-нибудь накормят, а я отнесу половину своему другу. Так и выживали мы вдвоем. Я очень рано повзрослела. Я читала много хороших и правильных книг и дала себе клятву, что никогда не буду такой, как мои родители. Ради своего будущего и ради Бима. Я поставила себе задачу обязательно выбраться из этого адского круга. Посещала разные кружки и стала усиленно заниматься. К окончанию школы у меня в аттестате вообще не было троек, поступила в училище, но приходилось каждый день ездить на занятия в город и обратно. Комнату в общежитии давали, но я отказалась из-за собаки, не могла оставить ее одну с этими алкашами. Повзрослела, отучилась. Решила выбираться из этого дома, устроилась на работу. Подзаработала, начала искать жилье. Вот, собственно, так мы и оказались у вашего порога. Не бросать же друга. Серафима Макаровна тихо вытерла рукой слезы, молча встала и вышла из дома. Через пару минут она вошла вместе с Бимкой. Пусть живет вместе с тобой в комнате. Серафиме Семеновне больше задавать вопросы не хотелось. Только с тех пор как-то более трепетно она относилась к этой маленькой, но такой сильной девочке и ее пожилой собаке. С тех пор они стали жить все вместе. Ни Наталья, ни Бимка не доставляли хозяйке ни малейших хлопот. Девушка заплатила, как и обещала, за 2 месяца вперед. Уезжала рано утром, приезжала поздно вечером. К себе проходила чуть ли не на цыпочках. Пес тоже потихоньку обживался. Поначалу он целыми днями грустно лежал на подстилке. Единственной радостью для него был тот момент, когда по вечерам возвращалась Наталья. Пес тут же начинал рваться и повизгивать от радости. Постепенно собака привыкла к Серафиме Макаровне, и старушка уже без страха подходила гладить Бимку. Пожилой женщине было так хорошо рядом с этими своими новыми квартирантами, как будто у нее снова появилась семья. Через 2 месяца она отказалась брать с Натальей деньги за проживание. «Живите просто так, сколько хотите, и вам хорошо, и мне». Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.